Девушки Reddit, что самое сложное в жизни девушки? Не забывай с меня ролика, с тебя лайк и подписка. Ну и про коммент длиннее 4 слов не забудь. Всем приятного просмотра, я начинаю. Менструация, особенно если у вас действительно сильные судороги. У меня эндометриоз, и он вызывает ужасно болезненные спазмы. Клянусь, в некоторые ночи мне хотелось, чтобы меня вырвало из-за сильной боли. Вас отвергают как эмоционального или драматичного, когда вы действительно переживаете трудные времена или хотите поговорить о чем-то. Или вас считают стервозным, когда вы просто нормальный человек. По некоторым причинам люди ожидают, что вы все время будете счастливы и улыбаться. А если нет, то вас считают стервозным и угрюмым. Почему женская одежда такая обтягивающая? И к тому же в штанах отсутствуют карманы. Когда вы мочитесь и наружные половые губы мешают, и у вас получается 3 разных потока мочи, и один из них оказывается под прямым углом, чтобы капать на внешнюю часть унитаза. Боже, серьезно, это так раздражает. Порой мне нужно раздвинуть их и немного встряхнуть, если я хочу получить один поток мочи. Чертовски смешно. Приходится быть излишне осторожным, гуляя в одиночестве, даже когда гуляешь по обычной парковке. Иногда мне хочется выйти ночью на пробежку или погулять по городу. Я работаю по специальности информатика, собираю ПК, программирую, занимаюсь разработкой игр и всем остальным. Я также работала в команде First Robotics. В принципе, я разбираюсь в технологиях. Каждый раз, когда я захожу в Фрайс или микроцентр с любым мужчиной, даже если он не говорит или не проявляет никакого интереса к тому, что происходит, сотрудники разговаривают с ним. Когда я задаю вопрос, сотрудник отвечает моему другу-мужчине. Это так раздражает. Буквально невозможность иметь друга. Такого парня без того, чтобы люди думали, что мы встречаемся. К примеру, я расскажу друзьям о забавном поступке, который сделал мой друг, а потом они назовут его тем парнем, к которому ты испытываешь симпатию. Только потому, что я однажды упомянула его. Это чертовски бесит. Самое сложное в жизни девушки – это 9 месяцев ношения ребенка. Пока он высасывает ваше тело, а ваши гормоны сходят с ума. Затем, если вы не один из тех, кому повезло с легкими родами, вы ложитесь в больницу и разрываете себя на части, выталкивая ребенка до такой степени, что вам придется носить прокладки размером с подгузник в последующие недели. И это происходит, пока вы ухаживаете за новорожденным и занимаетесь такими вещами, как грудное вскармливание. К тому же вы получите послеродовые гормоны, когда вас окружают благонамеренные друзья и члены семьи, которые дадут вам нежелательные советы по уходу, а также заставят вас почувствовать себя плохой матерью, потому что вы, возможно, не сразу связались со своим малышом и так далее. Как, черт возьми, за все эти столетия научного прогресса они не придумали достойные способы облегчить роды, например, эпидуральную анестезию, но также основная концепция беременности и рождения ребенка такая же, как и столетия или даже тысячи лет назад. Все остальные уже упоминали очевидные периодические судороги во время менструации, но я добавлю людей, которые думают, что можно прикасаться к вам без вашего разрешения. И если вы обозначите свои границы и скажете «пожалуйста, не трогайте меня», люди будут думать, что ты стерва, потому что женщин и девушек учат быть хорошими, а постоять за себя – это неправильно. Ага, мой парень по какой-то причине меня щекотал, и мне пришлось разозлиться, чтобы заставить его остановиться. Тогда я стала плохой девушкой. Мне 30 лет, и я не люблю, когда меня трогают, а границы нужно учитывать. Когда я забеременею, я думаю, что мне придется отправиться в монастырь или что-то в этом роде. Дело в том, что моя толстовка стоила столько же, сколько и у моих соседей по комнате, но она примерно в 4 раза тоньше. Что за херня? Пытаться объяснить, что некоторые аспекты нашей жизни сложны из-за нашего пола, а затем нам говорят: а как насчет этой сложной части, связанной с тем, чтобы быть мужчиной? Добавлено: я думаю, что отчасти проблема в том, что людей не учат сочувствовать и поддерживать других, не вмешиваясь в проблему. Вместо того, чтобы говорить что-то вроде «О, да это все время происходит со мной», можно сказать что-нибудь вроде «это ужасно и никогда не должно случаться». Люди сразу пренебрегают вашей способностью что-то делать просто из-за ваших гениталий. Однажды кто-то сказал мне, что я не должна собирать купленный стол, а должна позволить своему парню сделать это. Также бесят высокие цены на средства женской гигиены. Колебания веса. Да, я просто поражаюсь, как быстро некоторые девушки могут превратиться из пухлых в худеньких, а затем всего за 6 месяцев из пухлых обратно в худых. Боль в груди из-за большого бюста. Если у вас фигуристая форма, то самое сложное найти одежду, которая идеально подходит. Большинство из них слишком большие или слишком маленькие, или они не подходят вашим бедрам, но подходят к вашей талии. Желаете выглядеть по-мужски или же по-пацански, но не можете, потому что у вас большая задница. Наши эмоции регулярно используют против нас, сводя на нет наши аргументы или высказывания по делу. Судороги, несуществующие карманы, большее ожидание от внешнего вида, считаемся чрезмерно драматичными и слабыми. Также ко всему этому моя мама постоянно задевает меня тем, что я пацанка и не соответствую стандартам женщин.
Первое, что думают люди о женщинах, это красота. Ни интеллект, ни храбрость, ни сила. Внешняя красота – одна из самых субъективных, мимолетных и труднодостижимых вещей, к которым может стремиться человек. У вас может быть докторская степень, вы можете быть ветераном, вы можете быть президентом и иметь все это практически навсегда. Но красота – это то, с чем кто-то может не согласиться, и она быстро исчезает. Особенно если вы красивый только из-за добавленного макияжа, красивой прически или хорошо подобранного платья. Быть добычей мужчин. Не все мужчины, очевидно, насильники, но с самого раннего возраста большинство женщин приучаются бояться незнакомых мужчин и всегда быть начеку. Общество обращается с нами как с хищными животными, приучает к этому, потому что некоторые люди могут попытаться причинить нам вред. Спросите любую женщину, что они делают каждый день, чтобы предотвратить сексуальное насилие или похищение, и почти каждая сразу же ответит вам: сделайте это с парнем, и большинство даже не подумает об этом. На самом деле ужасно расти, думая, что любой мужчина, которого вы видите, потенциально может вас похитить. Если вы женщина, которая не хочет детей, и вы постоянно слышите: вы просто не поняли, что ваши биологические часы тикают, вы передумаете, и мой любимый, вы невероятно эгоистичны, вы обязаны иметь их, потому что вас вырастили родители. Также существует факт, что нам практически невозможно сделать перевязку маточных труб, если у вас уже не было 2 или более детей, потому что вы передумаете. Или мы слышим, что мы не можем сделать это без согласия вашего парня или мужа. В основном все, что связано с контролем над нашим телом из-за какой-то социальной чуши. Связать мои трубки в 21 год и показать всем по 2 средних пальца – это лучшее чувство. Это мое тело, и как сказала моя мама: не беспокойся о них, ты так, кто должен это воспитать. Добавлено, с 10 лет я знала, что не хочу детей. Мне также было очень легко выполнить процедуру. У меня был очень веский аргумент, но я слышала, что другим женщинам не повезло. И обидно. Я как бы понимаю это с медицинской стороны, потому что как только это будет сделано, практически невозможно все изменить, чтобы забеременеть. И медики не хотят с этим иметь дело. Но до тех пор, пока врач заранее предоставляет всю эту информацию, она должна на 100% зависеть от женщины. Вы заходите в магазин одежды и замечаете красивый джемпер. Он шерстяной, очень пушистый, смотрится уютно. Бам, это кроп-топ. Почему все обрезано? Зачем? Кто, черт возьми, носит кропы зимой? Если это не кроп-топ, то на нем обычно есть дурацкие модные разрезы. Какого хрена у меня нет ткани, чтобы покрыть мои плечи? Но есть длинные рукава с оборками и жемчугом. Что это за чертова одежда? Я очень много работаю и все время переживаю, что меня не воспринимают всерьез. Иногда я пытаюсь поговорить со своим начальником об идеях и получаю шутливые ответы. Или он сразу меняет тему, чтобы поговорить о моей личной жизни. Странно, я устала от сообщений от совершенно незнакомых людей. Нет, не из приложений для знакомств. Просто мужчины, которых я никогда не встречала, появляются в моих почтовых ящиках в Инстаграме и Фейсбуке. С какой стати мне доверять или хотеть этого? Я устала от людей, считающих, что я одинока по какой-то другой причине. Кроме того, что я просто хочу побыть одна. Периоды болезненные. Иногда стоит взять больничный. Однако я устала от предположений, что любое плохое настроение, которое у меня может быть, связано с моим периодом. Очень устала от рационального выражения мыслей или проблем, связанных с отношениями, а затем отмахиваться от него как нуждающего, цепкого или придирчивого. В то же время мне надоело быть источником эмоциональной поддержки для мужчин, которые не отвечают взаимностью по этой причине. Мне надоело, что мужчины выглядят удивленными, когда я разбираюсь в музыке, фильмах, играх или политике. Я много о них знаю. Перестаньте удивляться, когда женщины находятся на одном уровне с вами по знаниям. На этой ноте мужчины думают, что культура ботаников – это то, что они должны яростно защищать. Не воспринимать всерьез из-за медицинских проблем. Это все либо в голове, либо гормоны. Серьезно, у меня были анализы, показывающие повреждение нервов и очевидную мышечную слабость. Но боль в руке была в моей голове, потому что врачи не могли поставить на это ярлык. Вот дерьмо. Люди ожидают, что я буду эмоциональной и общительной. Я застенчивый и почти не выражаю эмоций и не умею разговаривать. Поэтому они предполагают, что я заносчивый или что меня это не интересует. Помимо физических проблем, связанных с женщинами, менструация, роды, бюстгальтеры и так далее, есть еще много психологических проблем. С чем мне труднее всего справиться, так это с тем, что мужчины стараются стать лучше. Часто это означает уравновешивание множества различных характеристик. Станьте хорошим поваром и любите поесть, но будьте худыми и изящными. Будьте умны и начитаны, но не вычурны или слишком академичны. Будьте материнскими и заботливыми, но будьте жесткими и устрашающими, чтобы не казаться уязвимым. Занимайтесь женскими делами, но имейте парочку необычных мужских увлечений. Будьте привлекательными с красивой кожей и волосами, но не требуйте особого ухода. Сделайте все это и дождитесь, пока мужчина заметит. Все время, которое женщина тратит на улучшение себя для мужчин, мужчины проводят, становясь самими собой. И я этому завидую. Для меня неспособность коснуться ни одного из упомянутых здесь вопросов, кроме одежды. Быть уродливой девушкой значит не считаться девушкой.
Быть милой. Всегда быть чертовски милой, даже когда кто-то доставляет вам неудобства, раздражают, беспокоят или прямо пугают нас. И наказанием за несоблюдение этого стандарта являются домогательства, осуждение, издевательства, сексуальное насилие, физическое насилие, замораживание и множество социальных, политических и экономических наказаний, применяемых к нездоровым женщинам. Многие женщины, включая меня, устали быть милыми. Мы не хотим быть милыми, уступчивыми, красивыми, пассивными, материнскими или чувствительными. Мы хотим быть уродливыми, грубыми, громкими и неудобными и напоминать людям, что мы существуем не для их удовольствия или для их удовлетворения их потребностей. Спасибо, что досмотрели ролик до самого конца. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал и жать колокольчик. И поставь там все уведомления. Пиши любой комментарий длиннее 4 слов, чтобы помочь этому ролику продвинуться в рекомендациях. Я буду тебе очень благодарен за это. А также предлагаю посмотреть вот эти 2 ролика. До скорых встреч!